Больше, чем взрыв. Тайные ракетные атаки в городе Сумы. Недавно произошла ракетная атака в городе Сумы, которая затмила весь интернет на неопределенный срок. По информации как российской, так и украинской сторон, численность жертв может достигать сотни человек, и по своему урону эта атака имеет довольно важное значение в войне в Украине. Она показывает нам то, что боевые действия приобретают новый характер, а сама ракетная атака в Сумах была не каким-то целенаправленным решением, а лишь следствием множества решений как России, так и Украины. Но обо всем по порядку. Сама атака произошла 11 апреля 2025 года в городе Сумы, и на момент этого видео численность жертв составляет 21 погибших и 83 раненых. Это, конечно, не такое количество жертв, как в результате других немаловажных ракетных атак на Полтаву или Кривой Рог, но не исключено, что имеющиеся цифры могут быть сильно заниженными, так как слишком сильная реакция на эту атаку у населения, ибо она произошла на религиозный праздник Вербного воскресенья и уж очень сильно окутана тайнами, так как не исключено, что главной целью были именно украинские солдаты, о которых упоминается вскользь. Но сначала послушаем немного официальной информации, которая может вызвать интерес. Итак, по словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, речь идет о действии осколочно-фугасной боевой части ракеты при соприкосновении с поверхностью. Он напомнил, что русские нанесли 2 ракетных удара по городу Сумы с промежутком 2-2,5 минуты. Удар был по центру города. Ракета, предварительно Искандер-М, осколочно-фугасного действия. По словам Клименко, скорость этой ракеты составляет более 2 км в секунду, а потому 100 км данная ракета может пролететь меньше, чем за 45 секунд. Сами ракетные удары были направлены по учебному корпусу местного университета, предположительно расположенного в центре города. Отвечая на вопрос, есть ли подтверждение тому, что вторая ракета была начинена осколочными элементами и взорвалась именно в воздухе, министр внутренних дел сказал: экспертиза еще продолжается. Я бы не хотел раньше времени утверждать на 100%, что это была за ракета. Предварительно, по тому, что говорят криминалисты, эксперты, служба безопасности, это осколочно-фугасная боевая часть. Взрыв был именно при соприкосновении с твердой поверхностью. В первом случае это дорога, а во втором здание. Конец цитаты. Клименко добавил, что происходит все больше обстрелов приграничья, а особенно города Сумы как областного центра. Я прекрасно понимаю его обеспокоенность, ибо после провала Курской операции украинских войск нависла реальная угроза потери Сумской области и города Сумы в том числе. Однако Клименко так и не дал нам понять причину, по какой русские ударили по центру города, а также скрыл множество фактов, которые всплывают в интернете. Официальная же сводка Министерства обороны России касательно ракетной атаки в городе Сумы была следующей. Министерство обороны России сообщает, что в условиях активного противодействия со стороны вооруженных сил Украины, включающего использование средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны иностранного производства, вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар 2 оперативно-тактическими ракетами класса Искандер-М по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы Северск в городе Сумы. По информации ведомства, в результате удара было уничтожено более 60 украинских военнослужащих. Министерство обороны также подчеркнуло, что Украина продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в населенных пунктах и в центре густонаселенных городов. Также много чего интересного о ракетной атаке сказали другие источники. Например, украинский депутат Марьяна Безухлая пишет о том, что в пострадавшем от ракетной атаки университете в городе Сумы была церемония награждения военных, и на этом мероприятии присутствовали даже дети, с которыми проводились воспитательные работы. Мероприятие было посвящено годовщине создания одной из бригад территориальной обороны. Интересно также то, что один из солдатов вооруженных сил Украины подтвердил изданию The Washington Post, что рядом с местом прилета в Сумах в подвале здания университета проходила церемония награждения военных. По словам военного, который представился как Александр, пока солдаты 117-й бригады находились в безопасности под землей, его жена и 6-летняя дочь попали под обстрел. Девочка получила ранение легкого. Газета пишет, что многие жители города Сумы, включая Александра, направили свою ярость на организаторов церемонии награждения военными медалями, которые могли стать целью российских ударов. Это подтверждает то, что многие военные прикрываются мирными жителями как живым щитом в надежде на то, что русские не станут по ним стрелять. Однако, как я говорил в начале видео, реалии войны меняются, и наличие рядом с военными толпы гражданских больше не останавливает российскую армию. При этом, кто бы что ни говорил, данные действия не противоречат нарушению никаких военных законов, а жертвы
среди гражданского населения с легкостью могут считаться сопутствующим ущербом, так как рядом с людьми была реальная военная цель. Именно поэтому никакой ответственности за этот удар ни от кого не последует. Данная ракетная атака показывает опасность нахождения простых украинцев рядом с военными и дает понять, что гражданам Украины необходимо держаться подальше от подобных мест, ибо существует огромный риск стать жертвой обстрела. Кстати, про ракетную атаку в городе Сумы говорил и мэр Конотопа, который в довольно эмоциональной форме обвинил во всем вышестоящее руководство. Мэр Конотопа записал видео, в котором рассказал, что на месте удара по городу Сумы были сборы 117-й бригады теробороны, которая, как я уже говорил, отмечала 7-ю годовщину своего создания. Со слов мэра, в отличие от сотни раненых и десятков погибших мирных, военные не пострадали, поскольку находились в укрытии. Мэр также заявил, что открыто уголовное дело. Сам он считает виновным губернатора Артюха. Мэр также выразился. Кстати, перед этим тоже была одна ситуация, где Артюх рассказывал о прилете ракеты якобы по городу Сумы. А на самом деле этот человек просто решил что-то поставить, сложить в центре Сум, и потом что-то произошло. Конец цитаты. Удивительно, но на днях Владимир Зеленский отстранил Артюха от должности губернатора, и самого Артюха признали виновным во всем. Хоть многие считали, что Артюх не понесет наказание. Но действительно ли данная ситуация произошла лишь из-за одного человека? Лично мне кажется, что один человек не может влиять на судьбы стольких людей, а его халатность на должности губернатора еще не может что-то означать. Ибо если Артюх одобрил проведение мероприятия в центре города, то организовывали мероприятия совершенно другие люди, о которых благополучно забыли. Ни Безуглая об этом не скажет, ни тот же мэр Конотопа, который в своих видео борется за правду. Людям, по сути, скормили первого попавшегося под руку человека, который всем надоел и был удобен для роли главного злодея. Этими словами я не оправдываю уже бывшего губернатора Артюха, который, несомненно, также виноват, а лишь намекаю на то, что окончательная правда этого ракетного удара не раскрыта и, возможно, никогда не будет раскрыта. Я не просто так ждал, пока весь хайп уляжется, чтобы была возможность откопать побольше информации. И прямо сейчас я расскажу о странных совпадениях в этой истории, которые не дают мне покоя. Например, реакция на ракетную атаку в городе Сумы была молниеносной. Обычно такие события довольно долго умалчивают, либо пытаются как-то снизить количество жертв, чтобы общество не реагировало так остро. Очень редко бывает так, что после подобных атак проводились увольнения губернаторов, или чтобы чиновник ниже по званию сыпал обвинениями на своего, по сути, начальника. В этой же ситуации все наоборот. Конечно, можно все списать на то, что ракетная атака происходила на религиозный праздник, и потому у народа наблюдался сильный гнев, но что-то я сильно в этом сомневаюсь, ибо в международной политике нет понятия религиозных праздников. Причем тут международная политика к ракетному удару, а при том, что очень быстрая реакция на ракетную атаку была не только у Зеленского, а и у президента Франции Эммануэля Макрона, который является главным сторонником того, что войну в Украине нужно продолжать до победного конца. Тогда Макрон призвал к принятию решительных мер против России с целью добиться прекращения огня после ракетного удара по городу Сумы. При этом вся коалиция сторонников войны решительно начала высвечивать данную атаку, а в интернете появилось множество лжи о том, что Трамп якобы остановил переговоры с президентом России о мирном решении конфликта как раз после ракетной атаки по городу Сумы. Нам всем буквально пытались навязать, что после ракетной атаки по городу Сумы не будет мирных переговоров. И причем не только украинские источники это пытались сделать, а и известные политики из стран Запада, которые только и хотят, чтобы мира на украинской земле долго не было. Это не что иное, как информационная диверсия, которая приводит нас к выводу, что ракетный удар по городу Сумы мог быть полностью спланирован ради срыва мирных переговоров. Это, конечно, лишь теория, но если она правда, то те, кто ответственны за это все, не наказаны. И уж очень они старались, чтобы эффект от данной атаки был таким же, как после резни в городе Буча в Киевской области, после которой сорвались мирные переговоры Украины и России в городе Стамбул в 2022 году. Отстранение Артюха с поста губернатора — это лишь способ отвлечь нас от правды. И какой уж она будет, покажет время. Спасибо, что досмотрел до конца, и до новых встреч.